Убийство Роджера Экройда. The Murder of Roger Ackroyd. Агата Кристи. By Agatha Christie. Внимание! Attention. Если вы не слушали предыдущие главы, If you have not listened to the previous chapters, то переходите к ним, чтобы не испортить удовольствие от творчества Агаты Кристи. then skip to them so as not to spoil the pleasure of the works of Agatha Christie. Ссылки в описании. Links in description. Вы можете поддержать нас лайком, You can support us by like, подписаться, subscribe, комментарием comment, и финансами. and finance. Спасибо. Thank you. Приятно провести время. Have a nice time. Глава 6. Chapter 6. Я изучаю профессию своего соседа. I learned my neighbor's profession. На следующее утро я непростительно поспешил завершить раунд. On the following morning, I hurried unforgivably over my round. Мое оправдание может заключаться в том, что у меня не было очень серьезных дел, на которые я мог бы обратить внимание. My excuse can be that I had no very serious cases to attend. По возвращении Кэролайн вошла в зал, чтобы поприветствовать меня. On my return, Caroline came into the hall to greet me. «Флора Экройд здесь», — сказала она взволнованным шепотом. Flora Ackroyd is here, she announced in an excited whisper. Что, я скрывал свое удивление как можно лучше. What, I concealed my surprise as best as I could. Ей очень хочется тебя увидеть. She's very anxious to see you. Она здесь уже полчаса. She's been here half an hour. Кэролайн прошла в нашу маленькую гостиную. Caroline led the way into our small sitting room. И я последовал. And I followed. Флора сидела на диване у окна. Flora was sitting on the sofa by the window. Она была в черном и нервно сидела, скручивая руки. She was in black and she sat nervously twisting her hands together. Я был в шоке от ее лица. I was shocked by the sight of her face. Весь цвет исчез. All the color had faded away from it. Но когда она говорила, она была максимально сдержанной и решительной. But when she spoke, her manner was as composed and resolute as possible. Доктор Шеппард. Dr. Shepard, Я пришла попросить вас помочь мне. I have come to ask you to help me. Конечно, он поможет тебе, моя дорогая, сказала Кэролайн. Of course he'll help you, my dear, said Caroline. Не думаю, что Флора действительно хотела, чтобы Кэролайн присутствовала на интервью. I don't think Flora really wished Caroline to be present at the interview. Она бы, я уверен, бесконечно предпочла бы поговорить со мной наедине. She would, I am sure, have infinitely preferred to speak to me privately. Но она также не хотела терять время. But she also wanted to waste no time. Поэтому она сделала все возможное. So she made the best of it. Я хочу, чтобы вы поехали со мной в Лиственницы. I want you to come to the Larches with me. Лиственницы, я спросил удивленный. The Larches, I queried surprised. Увидеть этого забавного маленького человечка, воскликнула Кэролайн. To see that funny little man, exclaimed Caroline. Да. Yes. Вы знаете, кто он, не так ли? You know who he is, don't you? Нам показалось, я сказал. We fancied, I said, Что он может быть парикмахером на пенсии. that he might be a retired hairdresser. Голубые глаза Флоры открылись очень широко. Flora's blue eyes opened very wide. Почему? Why? Это Эркюль Пуаро. He's Hercule Poirot. Вы знаете, кого я имею в виду. You know who I mean. Частный детектив. The private detective. Говорят, он сделал самые замечательные вещи. They say he's done the most wonderful things. Как это делают детективы в книгах. Just like detectives do in books. Год назад он вышел на пенсию и переехал сюда жить. A year ago he retired and came to live down here. Дядя знал, кто он. Uncle knew who he was. Но он обещал никому не рассказывать. But he promised not to tell anyone. Потому что М. Пуаро хотел жить спокойно, не беспокоясь о людях. Because M. Poirot wanted to live quietly without being bothered by people. Так вот кто он, я медленно сказал. So that's who he is, I said slowly. Вы слышали о нем? You've heard of him. Конечно. Of course. Я скорее старый чудак, как говорит мне Кэролайн, я сказал. I'm rather an old fogey, as Caroline tells me, I said. Но я только что услышал о нем. But I have just heard of him. Необычайно, прокомментировала Кэролайн.
Extraordinary, commented Caroline. Не знаю, что она имела в виду. I don't know what she was referring to. Возможно, ее собственная неспособность узнать правду. Possibly her own failure to discover the truth. Вы хотите повидаться с ним? Я медленно спросил, почему сейчас. You want to go and see him, I asked slowly, now why? Чтобы заставить его расследовать это убийство, конечно, резко сказала Кэролайн. To get him to investigate this murder, of course, said Caroline sharply. Не будь таким глупым, Джеймс. Don't be so stupid, James. На самом деле я не вел себя глупо. I was not really being stupid. Кэролайн не всегда понимает, зачем я езжу. Caroline does not always understand what I am driving at. Вы не доверяете инспектору Дэвису, я продолжил. You haven't got confidence in Inspector Davis, I went on. Конечно, она этого не сделала, сказала Кэролайн. Of course she hasn't, said Caroline. У меня тоже нет. I haven't either. Любой мог подумать, что убили дядю Кэролайн. Anyone would have thought it was Caroline's uncle who had been murdered. А откуда вы знаете, что он займется этим делом, я спросил. And how do you know he would take up the case, I asked. Помните, что он ушел с активной работы. Remember he has retired from active work. Вот и все просто сказала Флора. That's just it, said Flora simply. Мне нужно убедить его. I've got to persuade him. Вы уверены, что поступаете мудро, я серьезно спросил. You are sure you are doing wisely, I asked gravely. Конечно, она, сказала Кэролайн. Of course she is, said Caroline. Я сама пойду с ней, если захочет. I'll go with her myself if she likes. Я бы предпочла, чтобы доктор пошел со мной, если вы не против, мисс Шепард, сказала Флора. I'd rather the doctor came with me, if you don't mind, Miss Shepherd, said Flora. Она знает, как важно быть прямой в определенных случаях. She knows the value of being direct on certain occasions. Любые намеки наверняка были бы потрачены на Кэролайн. Any hints would certainly have been wasted on Caroline. Видите ли, она объяснила, следуя прямоте и такту. You see, she explained, following directness with tact. Доктор Шепард, доктор. Dr. Shepherd being the doctor. И найдя тело. And having found the body. Он сможет сообщить все подробности М. Пуаро. He would be able to give all the details to M. Poirot. Да, неохотно сказала Кэролайн. Yes, said Caroline grudgingly. Я это вижу. I see that. Я повернула ли 2 раза вверх и вниз по комнате. I took a turn or two up and down the room. Флора, я серьезно сказал. Flora, I said gravely. Руководствуйся мной. Be guided by me. Советую вам не втягивать этого детектива в дело. I advise you not to drag this detective into the case. Флора вскочила на ноги. Flora sprang to her feet. Цвет бросился ей в щеки. The color rushed into her cheeks. Я знаю, почему вы так говорите, плакала она. I know why you say that, she cried. Но именно по этой причине мне так не терпится поехать. But it's exactly for that reason I'm so anxious to go. Ты боишься. You're afraid. Но я нет. But I'm not. Я знаю Ральфа лучше тебя. I know Ralph better than you do. Ральф, сказала Кэролайн. Ralph, said Caroline. При чем здесь Ральф? What has Ralph got to do with it? Никто из нас не прислушался к ней. Neither of us heeded her. Ральф может быть слаб, продолжила Флора. Ralph may be weak, continued Flora. Возможно, в прошлом он совершал глупые поступки. He may have done foolish things in the past. Даже злые вещи. Wicked things even. Но он не стал бы никого убивать. But he wouldn't murder anyone. Нет. No. Нет. No. Я воскликнул. I exclaimed. Я никогда не думал о нем так. I never thought it of him. Тогда зачем вы пошли в 3 кабана прошлой ночью, спросила Флора. Then why did you go to the 3 boars last night, demanded Flora. По дороге домой. On your way home. После того, как тело дяди было найдено. After Uncle's body was found. Меня на мгновение заставили замолчать. I was momentarily silenced. Я надеялся, что мой визит останется незамеченным. I had hoped that that visit of mine would remain unnoticed. Откуда вы об этом узнали? How did you know about that? Я возразил. I countered.
Я пошла туда сегодня утром, сказала Флора. I went there this morning, said Flora. Я услышал от слуг, что Ральф остановился там, я перебил ее. I heard from the servants that Ralph was staying there, I interrupted her. Вы и не подозревали, что он был в королевском аббате? You had no idea that he was in King's Abbot. Нет. No. Я была поражена. I was astounded. Я не могла этого понять. I couldn't understand it. Я пошла туда и попросила его. I went there and asked for him. Они сказали мне, They told me. что, по-моему, они сказали вам вчера вечером. What I suppose they told you last night. Что вчера вечером он вышел на улицу около 9 часов. That he went out at about 9 o'clock yesterday evening. А также и так и не вернулся. And never came back. Ее глаза демонстративно встретились с моими. Her eyes met mine defiantly. И как бы отвечая на что-то в моем взгляде. And as though answering something in my look. Она вырвалась. She burst out. Ну почему бы ему и нет? Well, why shouldn't he? Возможно, он ушел куда угодно. He might have gone anywhere. Возможно, он даже вернулся в Лондон. He may even have gone back to London. Оставляя свой багаж. Leaving his luggage behind. Я нежно спросил. I asked gently. Флора штамповала ногу. Flora stamped her foot. Мне все равно. I don't care. Должно быть простое объяснение. There must be a simple explanation. Вот почему вы хотите поехать к Эркюлю Пуаро. And that's why you want to go to Hercule Poirot. Не лучше ли оставить все как есть? Isn't it better to leave things as they are? Полиция нисколько не подозревает Ральфа. The police don't suspect Ralph in the least. Помните. Remember. Они работают над совершенно другим подходом. They're working on quite another tack. Но на этом все, закричала девочка. But that's just it, cried the girl. Они подозревают его. They do suspect him. Сегодня утром появился мужчина из Кренчестера. A man from Cranchester turned up this morning. Инспектор Раглан. Inspector Raglan. Ужасный. A horrid. Ласковый маленький человечек. Weaselly little man. Я обнаружил, что этим утром он бывал у 3 кабанов раньше меня. I found he had been to the 3 boars this morning before me. Они рассказали мне все о том, что он там побывал. They told me all about his having been there. И вопросы, которые он задал. And the questions he had asked. Наверное, он думает, что это сделал Ральф. He must think Ralph did it. Это меняет мнение по сравнению с прошлой ночью. That's a change of mind from last night. Если да, я медленно сказал. If so, I said slowly. Он не верит в теорию Дэвиса о том, что тогда это был Паркер. He doesn't believe in Davis's theory that it was Parker then. Действительно, Паркер, сказала моя сестра. Parker indeed, said my sister. И фыркнула. And snorted. Флора вышла и положила руку на мою руку. Flora came forward and laid her hand on my arm. Ох, доктор Шеппард. Oh, Dr. Shepard. Давайте сразу же перейдем к этому М. Пуаро. Let us go at once to this M. Poirot. Он узнает правду. He will find out the truth. Моя дорогая Флора, я мягко сказал. My dear Flora, I said gently. Положил руку на нее. Laying my hand on hers. Вы уверены, что нам нужна именно эта правда? Are you quite sure it is the truth we want? Она посмотрела на меня серьезно, кивая головой. She looked at me nodding her head gravely. Вы не уверены, сказала она. You're not sure, she said. Я. I am. Я знаю Ральфа лучше тебя. I know Ralph better than you do. Конечно, он этого не сделал, сказала Кэролайн. Of course he didn't do it, said Caroline. Который с большим трудом молчал. Who had been keeping silent with great difficulty. Ральф может быть экстравагантным. Ralph may be extravagant. Но он дорогой мальчик. But he's a dear boy. И обладает самыми хорошими манерами. And has the nicest manners. Я хотел сказать Кэролайн, что у многих убийц были хорошие манеры. I wanted to tell Caroline that large numbers of murderers have had nice manners. Но присутствие Флоры сдерживало меня. But the presence of Flora restrained me. С тех пор, как девушка была настроена решительно. Since the girl was determined. Меня заставили уступить ей, и мы сразу же начали. I was forced to give in to her and we started at once.
Ушла, прежде чем моя сестра смогла сделать больше заявлений, начиная со своих любимых слов. Getting away before my sister was able to fire off any more pronouncements beginning with her favorite words. Конечно. Of course. Пожилая женщина в огромной бретонской кепке открыла нам дверь The Larches. An old woman with an immense Breton cap opened the door of the Larches to us. М. Пуаро был дома. M. Poirot was at home. Казалось. It seemed. Нас пригласили немного посидеть. We were ushered into a little sitting. Комната обставлена с формальной точностью. Room arranged with formal precision. И там. And there. Примерно через минуту. After a lapse of a minute or so. Мой вчерашний друг пришел к нам. My friend of yesterday came to us. Господин доктор, сказал он, улыбаясь. Monsieur le docteur, he said smiling. Мадемуазель, он поклонился Флоре. Mademoiselle, he bowed to Flora. Возможно, я начал. Perhaps, I began. Вы слышали о трагедии, которая произошла прошлой ночью. You have heard of the tragedy which occurred last night. Его лицо стало грубым. His face grew grave. Но, конечно, я слышал. But certainly I have heard. Это ужасно. It is horrible. Я выражаю мадемуазель все мое сочувствие. I offer mademoiselle all my sympathy. Как я могу служить вам, мисс Экройд? In what way can I serve you, Miss Ackroyd? Я сказал, хочет, чтобы вы. I said, wants you to. Чтобы нашли убийцу, сказала Флора чистым голосом. To find the murderer, said Flora in a clear voice. Я вижу, сказал маленький человек. I see, said the little man. Но полиция это сделает. But the police will do that. Разве они не хотят? Will they not? Они могут ошибиться, сказала Флора. They might make a mistake, said Flora. Сейчас они совершают ошибку. They are on their way to make a mistake now. Я думаю. I think. Пожалуйста, М. Пуаро. Please, M. Poirot. Не поможете ли вы нам? Won't you help us? Если речь идет о деньгах. If it is a question of money. Пуаро поднял руку. Poirot held up his hand. Нет, умоляю вас. Not that, I beg of you. Мадемуазель. Mademoiselle. Не то чтобы мне безразличны деньги. Not that I do not care for money. В его глазах мелькнуло сиюминутное мерцание. His eyes showed a momentary twinkle. Деньги – это много значит для меня и всегда так и было. Money, it means much to me and always has done. Нет. No. Если я займусь этим. If I go into this. Вы должны четко понимать одну вещь. You must understand one thing clearly. Я дойду до конца. I shall go through with it to the end. Хорошая собака. The good dog. Он не оставляет запаха. He does not leave the scent. Помните. Remember. Вы можете пожелать, чтобы. You may wish that. В конце концов. After all. Вы оставили это на усмотрение местной полиции. You had left it to the local police. Я хочу знать правду, сказала Флора. I want the truth, said Flora. Глядя ему прямо в глаза. Looking him straight in the eyes. Вся правда. All the truth. Вся правда. All the truth. Тогда я принимаю, тихо сказал маленький человечек. Then I accept, said the little man quietly. Надеюсь, вы не пожалеете об этих словах. And I hope you will not regret those words. Теперь. Now. Расскажи мне все обстоятельства. Tell me all the circumstances. Доктору Шиппарду лучше рассказать вам, сказала Флора. Dr. Shepard had better tell you, said Flora. Он знает больше, чем я. He knows more than I do. Как повелели. Thus enjoined. Я погрузился в тщательное повествование. I plunged into a careful narrative. В котором воплощены все факты, которые я изложил ранее. Embodying all the facts I have previously set down. Пуаро внимательно слушал. Poirot listened carefully. Вставляя вопросы здесь и там. Inserting a question here and there. Но по большей части сидя в тишине. But for the most part sitting in silence. Его глаза на потолок. His eyes on the ceiling. Я завершил свою историю с отъездом инспектора и меня из Фернли-парка прошлой ночью. I brought my story to a close with the departure of the inspector and myself from Fernley Park the previous night. А теперь, сказала Флора. And now, said Flora.
Когда я закончил. As I finished. Расскажи ему все о Ральфе. Tell him all about Ralph. Я колебался. I hesitated. Но ее властный взгляд заставил меня продолжить. But her imperious glance drove me on. Вы зашли в эту гостиницу. You went to this inn. Эти 3 кабана. This 3 boars. Прошлой ночью по дороге домой. Last night on your way home. Спросил Пуаро. Asked Poirot. Когда я довел свою историю до конца. As I brought my tale to a close. Итак, почему именно это произошло? Now exactly why was that? Я остановился на мгновение, чтобы тщательно подобрать слова. I paused a moment to choose my words carefully. Я подумал, что кто-то должен сообщить молодому человеку о смерти его дяди. I thought someone ought to inform the young man of his uncle's death. После моего отъезда из Фирнли мне пришло в голову, что, возможно, никто, кроме меня и мистера Экройда, не знал, что он живет в деревне. It occurred to me after I had left Fernley that possibly no one but myself and Mr. Ackroyd were aware that he was staying in the village. Пуаро кивнул. Poirot nodded. Совершенно верно. Quite so. Это был ваш единственный мотив поехать туда. That was your only motive in going there. Эх. Eh. Это был мой единственный мотив, я жестко сказал. That was my only motive, I said stiffly. Это было не для того, чтобы. It was not to. Скажем так. Shall we say? Убедить себя в том, что он молодой человек. Reassure yourself about ce jeune homme. Успокоить себя. Reassure myself. Я думаю, доктор. I think la doctor. Что вы прекрасно знаете, что я имею в виду. That you know very well what I mean. Хотя вы делаете вид, что не делаете этого. Though you pretend not to do so. Полагаю, для вас было бы облегчением, если бы вы обнаружили, что капитан Паттон весь вечер был дома. I suggest that it would have been a relief to you if you had found that Captain Patton had been at home all the evening. Совсем нет, я резко сказал. Not at all, I said sharply. Маленький детектив серьезно покачал на меня головой. The little detective shook his head at me gravely. «Мисс Флора, вы мне не доверяете», — сказал он. You have not the trust in me of Miss Flora, he said. Но неважно. But no matter. Нам нужно обратить внимание на следующее. What we have to look at is this. Капитан Паттон пропал. Captain Patton is missing. В обстоятельствах, требующих объяснения. Under circumstances which call for an explanation. Не буду скрывать от вас, что дело выглядит серьезным. I will not hide from you that the matter looks grave. Тем не менее. Still. Оно может дать совершенно простое объяснение. It may admit of a perfectly simple explanation. Это именно то, что я постоянно говорю, жадно закричала Флора. That's just what I keep saying, cried Flora eagerly. Пуаро больше не затрагивал эту тему. Poirot touched no more upon that theme. Вместо этого он предложил немедленно обратиться в местную полицию. Instead he suggested an immediate visit to the local police. Он подумал, что Флоре лучше вернуться домой. He thought it better for Flora to return home. И чтобы я сопровождал его туда и познакомил его с офицером, отвечающим за это дело. And for me to be the one to accompany him there and introduce him to the officer in charge of the case. Мы немедленно выполнили этот план. We carried out this plan forthwith. Мы обнаружили, что инспектор Дэвис возле полицейского участка выглядел очень мрачно. We found Inspector Davis outside the police station looking very glum indeed. С ним был полковник Милроуз. With him was Colonel Melrose. Главный констебль. The chief constable. И еще один человек, который из описания Флоры слова «ласка». And another man whom from Flora's description of Weasley. Меня без труда признали инспектором Рагланом из Кренчестера. I had no difficulty in recognizing as Inspector Raglan from Cranchester. Я довольно хорошо знаю Милроуз. I know Melrose fairly well. И я познакомил его с Пуаро и объяснил ситуацию. And I introduced Poirot to him and explained the situation. Главный констебль явно был в ярости. The chief constable was clearly vexed. А инспектор Раглан выглядел черным, как гром. And Inspector Raglan looked as black as thunder. Дэвис, однако, казался слегка взволнованным видом досады своего вышестоящего офицера.
Davis, however, seemed slightly exhilarated by the sight of his superior officer's annoyance. Дело будет простым, как дубинка, сказал Раглан. The case is going to be plain as a pikestaff, said Raglan. Не в последнюю очередь нужно, чтобы любители вступали в игру. Not the least need for amateurs to come butting in. Можно подумать, что любой дурак увидел бы, как все было прошлой ночью. You'd think any fool would have seen the way things were last night. И тогда нам не стоило терять 12 часов. And then we shouldn't have lost 12 hours. Он мстительно взглянул на бедного Дэвиса. He directed a vengeful glance at poor Davis, Кто получил его с совершенной глупостью. who received it with perfect stolidity. Семья мистера Экройда должна, конечно, делать то, что они считают нужным, сказал полковник Милроуз. Mr. Ackroyd's family must, of course, do what they see fit, said Colonel Melrose. Но мы не можем каким-либо образом препятствовать официальному расследованию. But we cannot have the official investigation hampered in any way. Я знаю отличная репутация М. Пуаро. I know M. Poirot's great reputation. Конечно, вежливо добавил он. Of course, he added courteously. Полиция не может рекламировать себя, худшая удача, сказал Раглан. The police can't advertise themselves, worse luck, said Raglan. Именно Пуаро спас ситуацию. It was Poirot who saved the situation. Это правда, что я ушел из мира, сказал он. It is true that I have retired from the world, he said. Я никогда не собирался снова браться за дело. I never intended to take up a case again. Превыше всего. Above all things. Я с ужасом отношусь к рекламе. I have a horror of publicity. Я должен умолять, I must beg. что в случае моей возможности внести свой вклад в разгадку тайны, That in the case of my being able to contribute something to the solution of the mystery, мое имя может не упоминаться. my name may not be mentioned. Лицо инспектора Раглана немного посветлело. Inspector Raglan's face lightened a little. Я слышал о ваших замечательных успехах, заметил полковник, оттаивая. I've heard of some very remarkable successes of yours, observed the colonel, thawing. У меня большой опыт, тихо сказал Пуаро. I have had much experience, said Poirot quietly. Но большинство моих успехов были достигнуты благодаря помощи полиции. But most of my successes have been obtained by the aid of the police. Я очень восхищаюсь вашей английской полицией. I admire enormously your English police. Если инспектор Раглан разрешит мне помочь ему. If Inspector Raglan permits me to assist him, Для меня это будет честью и польщением. I shall be both honored and flattered. Лицо инспектора стало еще более любезным. The inspector's countenance became still more gracious. Полковник Милроуз отвел меня в сторону. Colonel Melrose drew me aside. Из всего, что я слышал, From all I hear, этот маленький парень сделал действительно замечательные вещи, пробормотал он. this little fellow's done some really remarkable things, he murmured. Естественно, нам не терпится звонить в Скотланд-Ярд. We're naturally anxious not to have to call in Scotland Yard. Кажется, Раглан очень уверен в себе. Raglan seems very sure of himself. Но я не совсем уверен, что согласен с ним. But I'm not quite certain that I agree with him. Видите ли? You see. Я. I. Зная заинтересованные стороны лучше, чем он. Know the parties concerned better than he does. Этот парень, похоже, не выходит на улицу после похвалы. This fellow doesn't seem out after kudos. Делает ли он? Does he? Сработал бы с нами ненавязчиво. Would work in with us unobtrusively. Эх. A. К великой славе инспектора Раглана, я торжественно сказал. To the greater glory of Inspector Raglan, I said solemnly. Ну хорошо, беззаботно сказал полковник Милроуз, более громким голосом. Well, said Colonel Melrose breezily in a louder voice. Мы должны внимательно следить за последними событиями. We must put you wise to the latest developments. М. Пуаро, я благодарю вас. M. Poirot, I thank you. Сказал Пуаро. Said Poirot. Мой друг доктор Шеппард сказал что-то о подозрении Дворецкого. My friend Dr. Shepard said something of the butler being suspected. Это все чушь собачья, мгновенно сказал Раглан. That's all bunkum, said Raglan instantly.
Эти высокие классные служащие впадают в такой фанк, что ведут себя подозрительно впустую. These high-class servants get in such a funk that they act suspiciously for nothing at all. Отпечатки пальцев, я намекнул. The fingerprints, I hinted. Ничего похожего на Паркера, он слабо улыбнулся. Nothing like Parker's, he gave a faint smile. И добавил. And added. И ваши и мистер Реймонд тоже не подходят, доктор. And yours and Mr. Raymond's don't fit either, doctor. А как же капитан Ральф Паттон? Тихо спросил Пуаро. What about those of Captain Ralph Patton? Asked Poirot quietly. Я испытал тайное восхищение тем, как он взял быка за рога. I felt a secret admiration of the way he took the bull by the horns. Я видел, как в глаза инспектора закралось выражение уважения. I saw a look of respect creep into the inspector's eye. Я вижу, вы не позволяете траве расти под ногами. I see you don't let the grass grow under your feet. Господин Пуаро, Mr. Poirot. с вами будет приятно работать. It will be a pleasure to work with you. Уверен. I'm sure. Мы снимем отпечатки пальцев этого молодого джентльмена, как только сможем его найти. We're going to take that young gentleman's fingerprints as soon as we can lay hands upon him. Я не могу перестать думать, что ты ошибаешься. I can't help thinking you're mistaken. Инспектор. Inspector. Тепло сказал полковник Милроуз. Said Colonel Melrose warmly. Я знаю Ральфа Паттона с детства. I've known Ralph Patton from a boy upward. Он никогда бы не стал убивать. He'd never stoop to murder. Возможно, нет, беззвучно сказал инспектор. Maybe not, said the inspector tonelessly. Что вы против него имеете, я спросил. What have you got against him, I asked. Вышел вчера вечером только в 9 часов. Went out just on 9 o'clock last night. Его видели в окрестностях Фирнли парка где-то около 9:30. Was seen in the neighborhood of Fernley Park somewhere about 9:30. С тех пор его не видели. Not been seen since. Считается, что у него серьезные финансовые трудности. Believed to be in serious money difficulties. У меня здесь есть пара его туфель. I've got a pair of his shoes here. Обувь с резиновыми заклепками. Shoes with rubber studs in them. У него было 2 пары. He had 2 pairs. Почти одинаковые. Almost exactly alike. Сейчас я подойду и сравню их с этими сносками. I'm going up now to compare them with those footmarks. Констебль там и смотрит, чтоб их никто не трогал. The constable is up there seeing that no one tampers with them. Мы сейчас же уйдем, сказал полковник Милроуз. We'll go at once, said Colonel Melrose. Ты и Пуаро будет сопровождать нас. You and M. Poirot will accompany us. Разве нет? Will you not? Мы согласились. We assented. И все поехали на машины полковника. And all drove up in the colonel's car. Инспектору не терпелось немедленно добраться до следов. The inspector was anxious to get at once to the footmarks. И попросил, чтобы его высадили у домика. And asked to be put down at the lodge. Примерно на половине пути вверх. About halfway up the drive. Справа от нее разветвилась тропинка, ведущая на террасу и окно кабинета Экройда. On the right a path branched off which led round to the terrace and the window of Ackroyd's study. Хотели бы вы пойти с инспектором? М. Пуаро, спросил главный констебль. Would you like to go with the inspector? M. Poirot, asked the chief constable. Или вы бы предпочли изучить исследование? Or would you prefer to examine the study? Пуаро выбрал последний вариант. Poirot chose the latter alternative. Паркер открыл нам дверь. Parker opened the door to us. Его манера была самодовольной и почтительной. His manner was smug and deferential. И он, похоже, оправился от паники накануне вечером. And he seemed to have recovered from his panic of the night before. Полковник Милроуз достал ключ из кармана. Colonel Melrose took a key from his pocket. И открыл дверь, ведущую в вестибюль. And unlocking the door which led into the lobby. Он пригласил нас в исследование. He ushered us through into the study. За исключением удаленного тела. Except for the removal of the body. М. Пуаро. M. Poirot. Этот номер точно такой же, как и прошлой ночью. This room is exactly as it was last night. А тело было найдено где? And the body was found where? Как можно точнее.
As precisely as possible. Я описал позицию Экройда. I described Aykroyd's position. Рука. The arm. Стул все еще стоял перед огнем. Chair still stood in front of the fire. Пуаро пошел и сел в него. Poirot went and sat down in it. Синее письмо, о котором вы говорите. The blue letter you speak of. Где оно было, когда вы вышли из комнаты? Where was it when you left the room? Мистер Экройд положил его на этот столик правой рукой. Mr. Aykroyd had laid it down on this little table at his right hand. Пуаро кивнул. Poirot nodded. За исключением этого. Except for that. Все было на своих местах. Everything was in its place. Да. Yes. Думаю, что да. I think so. Полковник Милроуз. Colonel Melrose. Не могли бы вы так любезно присесть на это кресло на минутку? Would you be so extremely obliging as to sit down in this chair a minute? Я благодарю вас. I thank you. Теперь доктор. Now I'm the doctor. Не могли бы вы указать мне точное положение кинжала? Will you kindly indicate to me the exact position of the dagger? Я так и сделал. I did so. Пока маленький человек стоял в дверном проеме. Whilst the little man stood in the doorway. Тогда из двери была хорошо видна рукоятка кинжала. The hilt of the dagger was plainly visible from the door then. И вы, и Паркер могли увидеть его сразу. Both you and Parker could see it at once. Да. Yes. Пуаро подошел к окну. Poirot went next to the window. Включился электрический свет, конечно. The electric light was on, of course. Когда вы обнаружили тело, спросил он через плечо. When you discovered the body, he asked over his shoulder. Я согласился. I assented. И присоединился к нему, где он изучал следы на подоконнике. And joined him where he was studying the marks on the windowsill. Резиновые заклепки имеют тот же рисунок, что и на обуви капитана Паттона, тихо сказал он. The rubber studs are the same pattern as those in Captain Patton's shoes, he said quietly. Затем он снова вернулся в середину комнаты. Then he came back once more to the middle of the room. Его глаз крутился. His eye traveled round. Быстрый поиск всего в комнате. Searching everything in the room with a quick, Натренированный взгляд. trained glance. Вы хороший наблюдатель, доктор Шеппард, наконец-то он спросил. Are you a man of good observation, Dr. Shepard? He asked at last. Думаю, что да, я сказал удивленный. I think so, I said surprised. На решетке был огонь. There was a fire in the grate. Я вижу. I see. Когда вы сломали дверь и обнаружили мистера Экройда мертвым. When you broke the door down and found Mr. Aykroyd dead. Как прошел пожар? How was the fire? Было ли оно низким? Was it low? Я досадно рассмеялся. I gave a vexed laugh. Я действительно не могу сказать. I really can't say. Я не заметил. I didn't notice. Возможно, мистер Реймонд или майор Блант. Маленький человек напротив меня покачал головой со слабой улыбкой. Perhaps Mr. Raymond or Major Blunt, the little man opposite me, shook his head with a faint smile. Всегда нужно следовать методу. One must always proceed with method. Я ошибся, задав вам этот вопрос. I made an error of judgment in asking you that question. Каждому человеку свои знания. To each man his own knowledge. Вы могли бы рассказать мне подробности внешнего вида пациента? You could tell me the details of the patient's appearance. Ничто там не ускользнет от вас. Nothing there would escape you. Если бы мне нужна была информация о бумагах на этом столе. If I wanted information about the papers on that desk. Мистер Реймонд заметил бы все, что можно было увидеть. Mr. Raymond would have noticed anything there was to see. Чтобы узнать о пожаре. To find out about the fire. Я должен спросить человека, чье дело наблюдать за подобными вещами. I must ask the man whose business it is to observe such things. Вы разрешите. Он быстро подошел к камину и позвонил в колокол. You permit. He moved swiftly to the fireplace and rang the bell. Через минуту или две появился Паркер. After a lapse of a minute or two, Parker appeared. Звонил колокол, сэр. The bell rang, sir. Нерешительно сказал он. He said hesitatingly. Заходи, Паркер. Come in, Parker. Сказал полковник Милроуз.
said Colonel Melrose. Этот джентльмен хочет у вас кое-что спросить. This gentleman wants to ask you something. Паркер с уважением относился к Пуаро. Parker transferred a respectful attention to Poirot. Паркер, сказал маленький человек. Parker, said the little man. Когда вы вчера вечером взломали дверь с доктором Шепардом When you broke down the door with Dr. Shepard last night, и обнаружили, что ваш хозяин мертв, and found your master dead, каково было состояние огня? what was the state of the fire? Паркер ответил без паузы. Parker replied without a pause. Он горел очень низко, сэр. It had burned very low, sir. Уже почти закончился. It was almost out. Ах, сказал Пуаро. Ah, said Poirot. Восклицание звучало почти триумфально. The exclamation sounded almost triumphant. Он продолжил. He went on. Оглянись вокруг, мой хороший Паркер. Look round, you my good Parker. Эта комната в точности такая, какой она была тогда. Is this room exactly as it was then? Глаз дворецкого крутился. The butler's eye swept round. Он остановился на окнах. It came to rest on the windows. Занавески были натянуты, сэр. The curtains were drawn, sir. И электрическое освещение было включено. And the electric light was on. Пуаро одобрительно кивнул. Poirot nodded approval. Что-нибудь еще? Anything else? Да, сэр. Yes, sir. Это кресло было вытянуто чуть больше. This chair was drawn out a little more. Слева от двери между ним и окном он указал стул большого дедушки. He indicated a big grandfather chair to the left of the door between it and the window. Я прилагаю план комнаты с указанным креслом, отмеченным крестиком. I append a plan of the room with the chair in question marked with an X. Просто покажи мне, сказал Пуаро. Just show me, said Poirot. Дворецкий вытащил кресло, о котором идет речь, примерно в 2 футах от стены. The butler drew the chair in question out a good 2 feet from the wall, Поворачивая его так, чтобы сиденье было обращено к двери. turning it so that the seat faced the door. Вот что любопытно, пробормотал Пуаро. Voilà ce qui est curieux, murmured Poirot. Никто не захочет сидеть на стуле в таком положении. No one would want to sit in a chair in such a position. Мне нравится. I fancy. Теперь кто-то снова вернул его на место. Now who pushed it back into place again? Интересно. I wonder. А вы, мой друг? Did you, my friend? Нет, сэр, сказал Паркер. No, sir, said Parker. Я был очень расстроен, увидев хозяина и все такое. I was too upset with seeing the master and all. Пуаро посмотрел на меня. Poirot looked across at me. А вы, доктор? Did you, doctor? Я покачал головой. I shook my head. Когда я приехал с полицией, он вернулся на свое место, сэр, вставил в Паркер. It was back in position when I arrived with the police, sir, put in Parker. Я в этом уверен. I'm sure of that. Любопытно, снова сказал Пуаро. Curious, said Poirot again. Должно быть, Реймонд или Блант отодвинули его назад. Raymond or Blunt must have pushed it back. Я предложил. I suggested. Конечно, это не важно. Surely it isn't important. Это совершенно не важно, сказал Пуаро. It is completely unimportant, said Poirot. Вот почему это так интересно. That is why it is so interesting. Он мягко добавил. He added softly. Простите, минутку, сказал полковник Милроуз. Excuse me a minute, said Colonel Melrose. Он вышел из комнаты вместе с Паркером. He left the room with Parker. Как вы думаете, Паркер говорит правду? Я спросил. Do you think Parker is speaking the truth? I asked. О кресле, да. About the chair, yes. В противном случае я не знаю. Otherwise I do not know. Вы найдете. You will find. Доктор. La doctor. Если вы имеете дело с подобными случаями. If you have much to do with cases of this kind. Что все они похожи друг на друга в одном. That they all resemble each other in one thing. Что это, я с любопытством спросил. What is that? I asked curiously. Все, кого они интересуют, есть что скрывать. Everyone concerned in them has something to hide. Есть ли у меня, я спросил, улыбаясь. Have I asked smiling. Пуаро внимательно посмотрел на меня.
Poirot looked at me attentively. Думаю, у вас есть, тихо сказал он. I think you have, he said quietly. Но. But. Рассказали ли вы мне все, что вам известно об этом молодом человеке по Тони? Have you told me everything known to you about this young man Patton? Он улыбнулся, когда я покраснел. He smiled as I grew red. Ох, не бойтесь. Oh, do not fear. Я не буду давить на вас. I will not press you. Я заблаговременно научусь этому. I shall learn it in good time. Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне что-нибудь о своих методах, я поспешно сказал. I wish you'd tell me something of your methods, I said hastily. Чтобы скрыть мое замешательство. To cover my confusion. Что-то об огне, например. The point about the fire, for instance. А, это было очень просто. Oh, that was very simple. Вы оставляете мистера Экройда от 10 минут до 9. You leave Mr. Ackroyd at 10 minutes to 9. Разве это не так? Was it not? Да, именно так. Yes, exactly. Должен сказать. I should say. Окно затем закрывается и запирается на болты, а дверь отпирается. The window is then closed and bolted and the door unlocked. В 9:45, когда тело будет обнаружено. At 10:15 when the body is discovered. Дверь заперта, окно открыто. The door is locked and the window is open. Кто его открыл? Who opened it? Очевидно, что это мог сделать только сам мистер Экройд. Clearly only Mr. Ackroyd himself could have done so. И по одной из двух причин. And for one of two reasons. Либо потому, что в комнате стало невыносимо жарко. Either because the room became unbearably hot. Но так как огонь почти потух и прошлой ночью произошло резкое падение температуры. But since the fire was nearly out and there was a sharp drop in temperature last night. Это не может быть причиной. That cannot be the reason. Или потому, что он признал кого-то там. Or because he admitted someone that way. И если он в этом признал. And if he admitted someone that way. Должно быть, это был кто-то хорошо знакомый ему. It must have been someone well known to him. Поскольку ранее он испытывал беспокойство в связи с тем же самым окном. Since he had previously shown himself uneasy on the subject of that same window. Звучит очень просто, я сказал. It sounds very simple, I said. Все просто. Everything is simple. Если вы методично систематизируете факты. If you arrange the facts methodically. Сейчас нас беспокоит личность человека, который был с ним в 9:30 прошлой ночью. We are concerned now with the personality of the person who was with him at 9:30 last night. Все говорит о том, что это был человек, которого пустили в окно. Everything goes to show that that was the individual admitted by the window. И хотя мисс Флора позже заметила мистера Экройда живым. And though Mr. Ackroyd was seen alive later by Miss Flora. Мы не сможем разгадать тайну, пока не узнаем, кем был этот посетитель. We cannot approach a solution of the mystery until we know who that visitor was. Возможно, окно было оставлено открытым после его ухода и, таким образом, было предоставлено доступ убийце. The window may have been left open after his departure and so afforded entrance to the murderer. Или одно и то же лицо могло вернуться во второй раз. Or the same person may have returned a second time. Ах, вот полковник, который возвращается. Ah, here is the colonel who returns. Полковник Милроуз вошел в оживленной манере. Colonel Melrose entered with an animated manner. Наконец-то этот телефонный звонок был отслежен, сказал он. That telephone call has been traced at last, he said. Это произошло не отсюда. It did not come from here. Оно было передано доктору Шиппарду в 10:15 вчера вечером из телефонной службы на станции Кинг Сэббот. It was put through to Dr. Shepard at 10:15 last night from a public call office at King's Abbot Station. А в 10:23 ночи почта отправляется в Ливерпуль. And at 10:23 the night mail leaves for Liverpool. Конец прослушивания. Вы можете поддержать нас, поставив лайк. You can support us by liking, Подписаться. subscribing, Репост. reposting, Комментируя. commenting, А также деньги. as well as money. Ссылки в описании. Links in the description. Спасибо. Thank you.